Я знаю точно, что когда вы прочитали это название, вы захотели поставить дизлайк. Но, друзья, это видео — это некий крик души, потому что, понимаете, зачастую смартфонами как пользуются обзорщики. Он может лежать у них в сумочке, они его сравнивают, как мы, в принципе, и делали, снимали обзор. Но в этом случае мы решили попользоваться смартфоном полноценно, и он у нас в использовании 1 месяц. И это видео, еще раз повторюсь, крик души. Потому что, когда начинаешь пользоваться этим гаджетом на постоянке, то ты понимаешь, что эти 30 дней были неким адом. Я не хочу хаять Xiaomi, понимаете, потому что я уважаю эту компанию, ведь она дает нам хорошие смартфоны за минимальные деньги. В этом случае, конечно, мы заплатили больше $400 за этот гаджет, и мне как обзорщику не хочется вам продавать какие-то данные, характеристики этого смартфона, ведь вы ими пользоваться не будете, вы будете живым смартфоном. И если мы говорим о K20 Pro, на данный момент этот смартфон непригоден для использования, поверьте, сейчас я вам объясню почему. Но перед этим всем давайте я просто удовлетворю потребности людей, которые хотят слышать положительное об этом смартфоне, потому что в нем положительные стороны однозначно есть. И первое, о чем я говорю в каждом видео об этом гаджете, это внешний вид. Однозначно он индивидуальный, классные переливы, да и безрамочный AMOLED дисплей тоже выделяет его. Даже нету тех же закруглений, как и с OnePlus 7 Pro, это тоже большой плюс этого гаджета. И если честно, этот смартфон ну, облизать хочется внешне. Ладно, опять-таки сделаю это для вас. В каждом видео это делаю с Xiaomi. Также по внешнему виду у него есть индивидуальность, однозначно. Те же расположения камер, которые, наверное, тянутся немного от Xiaomi Mi 5S Plus. Если вы помните такой смартфон, мне он тогда очень не зашел, потому что камеры там были говно. А здесь камеры достаточно хорошие. И если вы смотрели вчерашнее наше видео, большое сравнение гаджетов, на удивление, K20 Pro показывал очень хороший результат. Ну, соревнуясь с смартфонами даже, которые сейчас на старте продаж могли стоить $1000. Здесь хорошая фронтальная камера, здесь телевик достаточно тоже хороший, который работает только при хорошем освещении. Все телевики сейчас так работают. Ну и ширик есть, и этот набор полноценно восполняет все ваши нужды по фотовозможностям. Тем более, учитывайте, можно Google камеру накатывать и ее оптимизировать под этот гаджет. То есть всеми функциями, которые есть в этом смартфоне, в принципе, ты пользуешься и наслаждаешься. Внешний вид тоже тебя как бы радует. И при этом всем, по поводу камеры, мы хаяли этот смартфон за то, что здесь нету оптической стабилизации. Но, что самое интересное, на практике оказалось, даже ночную фотку он делает хорошо, то есть электронный стаб отрабатывает, возможно, комбинирует смазанные фотографии и выдает адекватную картинку. Так, теперь батарея. И это следующее преимущество этого смартфона, потому что 4000 мАч при умеренном использовании, друзья, вам будет хватать даже на 2 дня. И в последнем нашем большом сравнении, о котором я сегодня уже говорил, он показал даже лучший результат, чем OnePlus 7 на 4% в итоге. То есть этот гаджет реально живучий. Но по поводу быстрой зарядки, она как бы здесь есть, беспроводной, кстати, здесь нету, ясное дело, из-за стоимости этого смартфона. Но вот у него есть поддержка 27 Вт. И, казалось бы, нужно бежать и срочно покупать зарядник от Xiaomi Mi 9. Но не спешите этого делать, потому что он заряжает этот смартфон всего лишь на 50%. Так что 27 Вт, это, мне кажется, опять-таки маркетинг в этом смартфоне. Ну что, и на этом все достоинства этого смартфона, друзья, заканчиваются. По крайней мере, в этом видео. И если вы очень любите Redmi, если вы очень любите и хотите этого смартфона, то просто выключайте это видео. И если вы не хотите принимать критику на этот гаджет, а сегодня я буду его критиковать, то просто идите на другие видео, где вам будут рассказывать, какой прекрасный этот смартфон. Во-первых, я начну с минимального. Минимальное — это стереозвук. Очень хочется здесь нормальное звучание. Как бы динамика хватает, но когда ты берешь конкурентов плюс-минус за те же самые деньги, то там уже на данный момент в 2019 году предлагается стерео. Следующий серьезный косяк этого смартфона, и он, скорее всего, связан с удешевлением производства этого гаджета, это краска. Друзья, ну знаете, у нас был OnePlus 7 Pro. Да, немного другой формат, да, немного другая цена, но он тоже использовался жестко в течение месяца. Этот гаджет тоже использовался долго, и там тоже есть выезжающая камера, которая тоже постоянно двигалась. И в качестве материалов мы видим, что Xiaomi реально царапается об воздух. Вот мы в Инстаграме это постили, ну реально столько царапин, и у меня вопрос к Xiaomi. Ты когда сравниваешься с OnePlus, то хотя бы, ну, улучши производство, улучши материалы. И если вы скажете, да, ты специально поцарапал это все, чтобы показать нам, какой плохой гаджет. Во-первых, мы его постоянно носили в чехле, то есть он был защищен.
Но самое главное, посмотрите на камеру, которая постоянно выезжает. Она покрыта царапинами. И это, друзья, неприемлемо. Но вот как можно было это провтыкать, потому что это только месяц использования. Представьте себе, что будет через полгода. Но, в общем-то, эти недостатки, это такие, знаете, это подогрев того большого недостатка, с которым я сталкиваюсь постоянно с Xiaomi. Как бы это, можно сказать, программное обеспечение. Но в этом случае тот брак, который встречается во всех бюджетках смартфона, это ни хрена не работающий датчик приближения. И в других смартфонах можно как бы с этим смириться. Но здесь, друзья, есть некоторые нюансы. И все дело в том, что при любых обстоятельствах реально этот смартфон в кармане разблокировался. То есть, по сути говоря, режим в кармане, не работал. А вот я сейчас показываю вам принтскрин, он мне просто-напросто мог написать вот такие сообщения кому-то. Иногда даже приходилось включать авиарежим, чтобы он ничего не отправил. Кроме того, когда у вас включена функция распознания лица, то есть разблокировка по лицу, камера постоянно выезжала в кармане. Вы не представляете, на какое-то большое раздражение. И если вы с этим смартфоном хотите познакомиться с какой-то девушкой, и у вас будет выезжать постоянно камера, то это не очень хорошее преимущество, потому что будет выезжать маленькая пипюлька. Но при этом всем как бы можно это исключить, выключив разблокировку по лицу, выключив по двойному тапу, чтобы он не пробуждался. Но при этом всем я понимаю, что я урезаю некоторые функции ради того, чтобы у меня более-менее все работало. Справедливости ради хочу сказать, буквально несколько дней тому назад пришла обновка, я ее очень ждал, и немного улучшилась ситуация. Он стал меньше разблокироваться, но при этом он все так же раздражает меня. И здесь вы однозначно можете сказать: да, Антон, у тебя не работающий датчик, да, Антон, у тебя программное обеспечение еще не допилено. Но знаете, я постоянно говорю в каждом видео о Xiaomi недопиленное программное обеспечение, а они ставят достаточно высокую цену на этот смартфон изначально. И если мы говорим о неработающем датчике, то мне надоедает оправдывать Xiaomi, говорит: ну блин, у них бюджетные смартфоны, здесь не работает датчик. Все дело в цене, и этот смартфон достаточно дорого стоит, поэтому я не могу ему простить за то, что у него плохо работает датчик. И что самое главное, обратите внимание, как бы пришло программное обеспечение, и оно улучшило работу датчика приближения. А здесь датчик приближения под экранный. Проблема, мне кажется, не в самом датчике, а в его размещении. И я думаю, что Xiaomi просто не может нормально настроить работу этого датчика под экранного. И, возможно, это будет большая проблема именно этого смартфона. Так что учтите это. Это не просто даже какой-то баг, это не просто какой-то брак, и не просто программное что-то допилят. Возможно, через полгода или через год, как это бывает с Xiaomi, они что-то придумают. Но на данный момент работоспособность вот датчика приближения не устраивает вообще, даже после обновы. Следующие моменты, недостатки. Реально, на ярком солнце, сейчас у нас лето, вы видите подэкранный сканер и все датчики, которые находятся под дисплеем. Это, конечно, проявляется только на прямых лучах, но ты вот скроллишь, ты что-то смотришь, и ты видишь, что у тебя дырка такая черная. Это тоже реально раздражает. На том же OnePlus 7 Pro и на OnePlus 7, на OnePlus 6T этого нет. На Mi 9, кстати, тоже этого нет. Здесь явное удешевление какое-то есть в дисплее. Хорошо, какой же итог этого небольшого видео вам? Опыт использования гаджета. Я понимаю, что я вам сейчас предлагаю не цифры, а реальное использование. Меня очень смущает дисплей, то, что видно сканер под дисплеем, то, что видно датчики, и то, что неадекватно работает программное обеспечение с этим датчиком. Или, возможно, проблема какая-то в датчике. В принципе, если решить эти два вопроса, то это отменный гаджет. Я даже не обращаю внимания на царапание, потому что можно защитный чехол купить. Но вот что-то настораживает меня. Поверьте моему опыту, серьезное удешевление в производстве этого смартфона однозначно есть. И если брать цену $350, ну как бы можно рассмотреть, но я бы брал именно 300. Все по той причине, что если вы возьмете конкурента OnePlus 7, я не хочу вам рекламировать его, но реально OnePlus 7 в комплектации 8256 стоит сейчас на $50 дешевле. Что бы вы взяли? OnePlus 7, корпорация BBK, да, там не идеальная она, или Redmi, в котором на самом деле на глаза видны удешевления в производстве. Я еще раз подтвержу свою мысль, которую я пропагандирую уже на протяжении 2 лет точно. За Xiaomi, за флагман Xiaomi, любой флагман Xiaomi, я не отдам больше $350. А еще лучше в этом случае $300. Но мне кажется, это Pocophone 2, который, возможно, в Индии так и выйдет, Pocophone 2. А там сейчас цена $270. И Redmi K20 Pro ждет
точно такая же участь. Через время ждите цену $300. И тогда берите этот смартфон, и за эти деньги, с таким железом, даже с теми багами, которые могут быть, и недостатками, которые я сейчас перечислил, если их не профиксят, то это отменный гаджет. Но никак не больше 350, извините, там есть другие смартфоны, которые лучше. Но еще раз вам в итоге скажу, этот месяц, на данный момент, после выхода этого смартфона, это был ад использовать его, когда ты понимаешь, что он тебя раздражает. Просто раздражает тебя гаджет, несмотря на все его преимущества внешнего вида. Вот так вот пригорело, друзья, немного. Но что ж поделать, я высказываю свою точку зрения. С вас фидбэк, ясно дело, в комментариях. Большое спасибо, подписка на канал, участвуйте в конкурсе. С палец вверх, пока.